На первый взгляд это просто мертвый клубок сухих ветвей, выброшенный на раскаленный песок пустыни. Ни зелени, ни признаков жизни. Но проходит дождь, и за считанные часы растение разворачивает стебли. Листья зеленеют, начинается фотосинтез. Перед нами один из самых загадочных феноменов в мире флоры — растение воскресения. Самый известный представитель этого феномена — Селагинелла лепидофилла, или роза иерихона. В условиях полной засухи она теряет до 95% влаги и скручивается в плотный шар. Так может храниться годами, пока не появится хоть немного воды. Механизм воскрешения основан на уникальном строении тканей. Наружные слои сжимаются при обезвоживании, а при контакте с влагой моментально расправляются. Это позволяет растению оживать без видимых повреждений. Все, что нужно — влага, и метаболизм запускается заново. Подобный эффект наблюдается и у других видов, например, кратеростигма плантагенеум. Они не просто возвращаются к жизни, они цветут, формируют семена, успевают завершить полный жизненный цикл, прежде чем снова высохнут. Но сколько раз можно оживать? Исследования показывают, если пересушивание происходит слишком резко или слишком часто, растение теряет способность к восстановлению. Все зависит от баланса между временем и влагой. Такое зрелище, когда мертвое оживает, захватывает зрителя с первой секунды. Но природа приготовила и другие, не менее странные стратегии выживания. Листья-гиганты и их стратегия. В водах Амазонки покоится растительный гигант, чьи листья достигают 3 метров в диаметре. Это Виктория амазоника, королева кувшинок. Ее листья — это не просто плавучие пластины, а высокоэффективное оружие в борьбе за свет. Каждый лист устроен как живой плод. Внутри воздушные камеры и жесткие ребра, позволяющие удерживать вес до 100 фунтов. Именно благодаря такой конструкции ребенок может спокойно стоять на поверхности листа, если вес будет равномерно распределен. Но зачем растению такие размеры? Все просто. В густой конкуренции за солнечный свет побеждает тот, кто заслонит всех. Виктория амазоника расправляет листья с невероятной скоростью — до 8 дюймов в день. На нижней стороне листа расположены острые шипы. Они защищают кувшинку от рыб и других животных, которые могли бы повредить ее структуру. А сверху — гладкая поверхность, от которой скатывается дождевая вода. Эволюционно это классический пример агрессивного захвата ресурсов. Каждый новый лист вытесняет соседей, перекрывает им доступ к свету, буквально душит конкурентов тенью. Подобные стратегии используют и другие растения, например, банан или маранта, увеличивая площадь листьев для максимального поглощения света. Но именно кувшинка в этом плане чемпион. Зрелище этих листьев завораживает. Но есть растения, чьи трюки скрыты не снаружи, а внутри, и они действуют куда хитрее. Хищники без пасти. Когда говорят о хищных растениях, в воображении сразу всплывает венерина-мухоловка с ее зелеными челюстями. Но не все растительные охотники используют пасти. Есть и такие, кто ловит незаметно и молниеносно. Один из самых эффективных — пузырчатка. Это водное растение, внешне совсем невзрачное. Его оружие — микроскопические пузырьки-ловушки. Они создают внутри себя вакуум. На поверхности каждой ловушки чувствительные волоски. Когда мимо проплывает мелкое существо и задевает волосок, ловушка открывается, и вода с жертвой всасывается внутрь за считанные миллисекунды. Это одно из самых быстрых движений в мире растений. После поимки начинается переваривание. Внутри ловушки выделяются ферменты, растворяющие ткани добычи. Через пару дней ловушка готова к следующей атаке. Другой тип скрытых охотников на растения-паразиты. Например, амела. У нее нет своих корней, нет листьев. Она цепляется к другому растению и питается его соками. Без единого листа она выживает за счет хозяина, буквально высасывая из него жизнь. Эти формы хищничества не видны сразу, но действуют не менее эффективно. Иногда самое опасное растение — то, которое вообще не выглядит опасным. Мы привыкли к зубастым ловушкам, но настоящая угроза часто прячется в деталях, а природа знает, как использовать незаметность в свою пользу. Зловонный зов. Представь себе цветок, который пахнет как разлагающееся мясо. Он не болен, не поврежден, он специально пахнет трупом, все ради того, чтобы заманить своих помощников. Так работает, например, Amorphophallus titanum, один из самых крупных цветков на планете. Его запах — адская смесь тухлых яиц, гниющего мяса и испарений фекалий. Для человека это отвратительно, а вот для мух — сигнал, что здесь идеальное место для откладки яиц. Но цветок не дает насекомым свободы. Внутри он устроен как ловушка. Скользкие стены не дают выбраться, пока муха не опылит женские цветки. Только после этого стены отпускают ее наружу, покрытую пыльцой. Затем насекомое летит к другому цветку. И процесс повторяется. Цветок использует муху в своих целях, при этом не давая ей никакой награды. Ни нектара, ни пищи. Некоторые представители рода Arum тоже используют эту стратегию. Некоторые даже нагреваются, чтобы запах распространялся дальше, как живой радиатор с запахом смерти. Этот метод опыления — чистый обман. Привлечь, поймать, использовать, отпустить.
И все ради продолжения рода. Иногда природа показывает, что ради жизни можно использовать даже смерть, по крайней мере ее запах. Но что если растения умеют двигаться не метафорически, а буквально? Движение неживых. Большинство растений мы воспринимаем как неподвижные объекты, но есть виды, которые двигаются. Это не иллюзия. Некоторые листья складываются при прикосновении, а семена ползут по земле. Речь не о метафорах, а о реальных движениях. Мимоза стыдливая — один из самых известных примеров. Ее листья мгновенно сворачиваются при прикосновении. Это защитный механизм, основанный на перераспределении воды в тканях. Реакция занимает доли секунды и отпугивает насекомых и травоядных. Есть растения, у которых движутся не листья, а семена. У диких овцев семена снабжены остями, тонкими щетинками. Когда становится влажно, они начинают скручиваться, при высыхании распрямляются. Такие циклы создают толчки, и семя буквально шагает по земле. Семена могут двигаться сутками, пока не попадут в трещину почвы или под камень. Там они застревают и ждут подходящих условий для прорастания. Это простейший способ перемещения, но он крайне эффективен в дикой природе. Есть и более медленные движения. Кодарио каликс моториус поворачивает листья в сторону света. Это почти незаметно, но листы двигаются в течение дня, подстраиваясь под освещение. Такие движения неосмысленны, но результат эволюции. Даже у растений стратегия выживания может быть подвижной. Это напоминает, даже самый неподвижный организм может оказаться хитрее, чем кажется. Паразиты без фотосинтеза. Может ли растение жить без солнца, без фотосинтеза и без хлорофилла? Да. Некоторые растения вообще не используют свет. Они паразитируют на других, забирая у них питательные вещества и воду. Самый яркий пример — Брафлезия арнольда, растение-гигант с цветком до 3 футов в диаметре. У нее нет ни листьев, ни стебля, ни корней в привычном виде. Она живет внутри тканей виноградных лиан, лишь изредка выбрасывая на поверхность огромный зловонный цветок. Есть и другие примеры. В Южной Африке растет хиднора африкана, подземный паразит, цветущий прямо из почвы. Он испускает резкий запах гниющего мяса, привлекая жуков, которые ползают внутрь и невольно опыляют его. Все остальное время хиднора остается скрыт в земле, прочно прикрепившись к корням своего хозяина. Такие растения называют голопаразитами. Они полностью утратили способность к фотосинтезу. Их единственный способ выживания — это проникновение в сосудистую систему другого растения, откуда они черпают соки, не давая ничего взамен. Некоторые из них даже влияют на иммунитет хозяина, взламывая защитные реакции. Это делает их особенно опасными. Они не просто потребляют, они меняют физиологию своего донора. Формально это растение. Но по сути природные вампиры. В мире флоры они играют роль незаметных, но смертельно эффективных охотников. Их вы не увидите в лесу, но, возможно, они уже там, прячутся внутри своего хозяина. Сверхдолгий покой семена некоторых растений способны ждать своего часа десятилетиями. Их задача не прорасти как можно быстрее, а дождаться идеальных условий, даже если это займет 100 лет. Рекордсменом по продолжительности сна является семя финиковой пальмы, найденное в древней крепости Масада в Израиле. По результатам радиоуглеродного анализа оно пролежало около 2000 лет и все же прорастало после посадки. Секрет в исключительной устойчивости оболочки. Внутри сохраняется минимальный уровень влаги, а биохимические процессы практически замирают. Это позволяет семени пережить холод, жару, засуху и даже радиацию. В дикой природе тоже встречаются подобные примеры. Семена некоторых видов акаций, кактусов и лотосов способны лежать в почве десятилетиями, дожидаясь дождей. Некоторые раскрываются только после воздействия огня или механического разрушения оболочки. Интересно, что у многих таких семян есть биологический триггер, особые вещества, сигнализирующие о подходящих условиях. Например, в дыме после лесных пожаров содержатся соединения, запускающие прорастание у южноафриканских растений. Этот механизм — продукт миллионов лет эволюции. В опасной среде лучше ждать долго, чем погибнуть сразу. Такие семена как будто запрограммированы на терпение, и только точный момент пробуждает их к жизни. Но есть растения, которые не ждут. Они взаимодействуют с человеком прямо сейчас, создавая архитектуру из живых тканей. Живая инфраструктура. В индийском штате Мегхалая растет живой инженерный шедевр. Местное племя Кхаси использует корни фиговых деревьев для создания настоящих мостов. Не деревянных, не каменных, а полностью живых. Эти мосты прочны, гибкие, устойчивы к дождям и становятся только крепче с годами. Когда дерево подрастает, кхаси направляют его воздушные корни через бамбуковые трубки в сторону берега. Там корни укореняются и постепенно срастаются между собой. Через 15-20 лет получается полноценный мост, который может выдерживать десятки людей. Такая технология
технология не просто экологична, она идеальна для местного климата. Сезонные ливни смывают обычные конструкции, но живые мосты не поддаются эрозии. Более того, если часть моста повреждена, ее можно просто отрастить заново. Некоторые мосты насчитывают более 500 лет. Они все еще растут и укрепляются, потому что дерево живет, а люди продолжают направлять его корни. Это не просто архитектура, это сотрудничество между человеком и растением. Подобные живые сооружения есть также в Индонезии и Шри-Ланке, но именно кхаси довели это искусство до совершенства. Они не покоряют природу, они используют ее силу. Мост из корней — символ того, как биология и инженерия могут работать вместе. А пока здесь создают мосты, другие растения предпочитают действовать тайно, через запах, обман и химию. Химические иллюзии. В Южной Африке растет растение с необычной стратегией. Его семена выглядят как навоз и даже пахнут так же. Это Ceratocarium argenteum. Он обманывает жуков-навозников, заставляя их закапывать свои семена, как будто это настоящие фекалии. Для насекомого это выглядит как идеальная находка. Оно укатывает ложный шарик под землю, надеясь отложить туда яйца. Но внутри никакой питательной среды. Только семя растения, получившее бесплатную доставку на нужную глубину. Это не единичный случай. Некоторые орхидеи выделяют вещества, похожие на феромоны пчел. Самцы, обманутые запахом, садятся на цветок и опыляют его, думая, что нашли партнершу. Другие растения ведут химическую войну. Так, грецкий орех способен выделять соединения, подавляющие рост других растений в округе. Это явление называется аллелопатия, и оно позволяет растению контролировать территорию без физической борьбы. Химия в мире флоры — это язык обмана. Иногда растение пахнет как труп, иногда как партнер, а иногда оно просто отравляет соседей, чтобы занять больше места. Это не магия, а стратегия. Растения не двигаются, не нападают, но они умеют влиять на поведение других. Через запахи, феромоны и токсины они строят свой мир, а некоторые еще и прячутся настолько хорошо, что их не найти вовсе. Камуфляж и маскировка. На первый взгляд это обычные камни. Серые, гладкие, ничем не примечательные. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что это литопс, суккуленты, идеально имитирующие форму и цвет гальки. Их листья почти полностью скрыты под почвой, а на поверхности остается лишь маленькая щель. Такой камуфляж не ради красоты. Это защита от травоядных. Если ты выглядишь как невкусный булыжник, никто не станет тебя есть. И это спасает литопсы в суровых пустынях, где каждая капля влаги на вес золота. Другие растения тоже прибегают к маскировке. Орхидеи с листьями похожими на опавшую листву, эпифиты, сливающиеся с корой деревьев, даже кактусы, внешне напоминающие камни. Это позволяет им выживать, оставаясь незаметными для хищников. Некоторые меняют окраску по сезонам. Например, у папоротников в сухой сезон листья становятся коричневыми, сливаясь с подстилкой леса. Это делает их почти невидимыми на фоне опавших листьев. Маскировка — это не нападение, а оборона. Задача растения — не выделяться. Чем меньше ты заметен, тем выше шанс дожить до следующего сезона. В этой тишине и незаметности скрыта мощная стратегия. Но есть растения, которые пошли еще дальше. Они не только прячутся, но и могут жить веками. Долгоживущие организмы. Некоторые растения живут не просто долго, они переживают целые цивилизации. На юго-западе США растет пинус лонгаева, или остистая сосна. Ее возраст более 5000 лет. Она была молодой, когда строились египетские пирамиды. Это дерево выглядит скромно, низкий кривой ствол, выжженные ветви. Но именно такая форма и помогает ему выживать. Растет оно в экстремальных условиях. Бедная почва, ледяные ветра, палящее солнце. В этих условиях практически нет гниения, и дерево живет веками. Но есть и другой тип бессмертия. Клоны. Например, в штате Юта растет колония осин под названием Пандо. Все деревья в ней — клоны одного организма. Они связаны общей корневой системой и генетически идентичны. Возраст Пандо оценивается более чем в 80 тысяч лет. Это значит, что организм появился еще до наступления последнего ледникового периода. Индивидуальные деревья отмирают, но корень живет, постоянно вырастая заново. В мире есть и травянистые растения с подобной стратегией. Некоторые виды мхов и водорослей существуют в форме клонов, обновляясь каждые несколько лет, но сохраняя одну и ту же генетическую линию тысячелетиями. Такая жизнь не в одной ветке, а в целом организме, разбросанном во времени. Это особая форма бессмертия. И чем дольше смотришь на флору, тем больше возникает вопросов. Особенно, когда появляются теории, которые не всегда можно подтвердить. Конспирологии и спекуляции.
Мир растений скрывает много тайн, и некоторые из них породили настоящие мифы. Один из самых известных — легенда о человекообразном растении, якобы обитающем в джунглях Индонезии. Это растение-людоед, якобы способное захватывать животных и даже людей своими щупальцами. Такие истории передавались путешественниками и миссионерами в XIX веке, но доказательств нет. Современные ботаники считают их фольклором, возможно, основанным на неправильной интерпретации хищных растений вроде непентеса. Есть и теория о растениях, якобы способных к общению на расстоянии. Некоторые исследования действительно показывают, что растения могут передавать сигналы через корневую систему, особенно при помощи грибов. Но утверждения о телепатии растений научного подтверждения не получили. Другие спекуляции касаются гигантских деревьев, якобы спрятанных в удаленных районах, или растений с мутациями, способными к движению, как у животных. Часть этих теорий основана на редких наблюдениях, часть — на откровенных вымыслах. Важно отличать реальные феномены от художественных домыслов. Хотя сама природа уже достаточно загадочна, чтобы не нуждаться в украшениях. Но даже вымысел показывает, растения впечатляют настолько, что хочется приписать им сверхъестественные силы. Однако самая важная история не в мифах, а в реальности, и она разворачивается прямо сейчас, в нашем меняющемся мире. Что будущее готовит флоре. Климат Земли стремительно меняется, и растения первыми ощущают последствия. Засухи, жара, исчезновение опылителей, но все это создает давление, которому не каждая флора может противостоять. Но именно экстремальные растения, о которых шла речь ранее, могут оказаться ключом к выживанию. Растения воскресения учат нас, как сохранять воду и восстанавливаться после стресса. Паразитические виды демонстрируют альтернативные пути получения ресурсов. Семена, способные спать столетиями, подсказывают, как закладывать долгосрочные резервы. Ученые уже пытаются использовать гены устойчивых растений для создания новых культур. Например, элементы генома сорга, способного переносить жару и засуху, изучаются в проектах по модификации злаков. Есть и попытки адаптировать хищные растения для борьбы с вредителями. В перспективе ботаники и инженеры хотят выращивать живые стены, умные деревья для городской среды и даже биоактивные мосты. Все больше исследований направлено на то, чтобы сделать природу союзником в архитектуре и сельском хозяйстве. Но угрозы тоже реальны. Многообразие флоры сокращается. Некоторые редкие виды исчезают еще до того, как мы их изучили. Это не гипотеза, а факт, зафиксированный десятками ботанических учреждений. Будущее растений зависит от нас. Сохраним ли мы их удивительные свойства или утратим навсегда? Чтобы ответить, нужно понять, каждый лист, корень и стебель не просто часть природы, а часть нашей общей истории.